Можно ли заниматься 3D-графикой на MacBook в принципе или нельзя? Короче говоря, все 3D-шники в основном, ну, в смысле, я имею в виду визуализаторов, по крайней мере, в пространстве на просторах СНГ, как правило, работают в 3D Max. А 3D Max на MacBook тупо нету. Вот основная причина. По крайней мере, в качестве вспомогательного инструмента, конечно же, его можно использовать. Сюда прекрасно встает какой-нибудь Corel, какой-нибудь Photoshop. Вот не знаю точно, AutoCAD встанет или нет, но, по-моему, тоже встает. Собственно, на нем можно заниматься подготовкой каких-то шейдеров, каких-то карт для шейдеринга и так далее. То есть все вспомогательные такие чертежно-рисовательные вещи на нем можно сделать вообще без каких-либо проблем. И справится он с этим замечательно. Супер быстро, супер комфортно, супер удобно. Потому что экран замечательный, цветопередача тоже замечательная, работает он супер тихо, можно заниматься этим в свободное время, скажем так. Можно использовать его как машину рядом, в которой вы можете что-то посмотреть, проверить. Просто, ну, если у вас второго монитора, допустим, нету, чтобы не отвлекаться там, не переключаться между экранами, это было бы значительно удобнее. Варианты, при которых для 3D-графики MacBook все-таки подходит. Ну, во-первых, машина супер замечательная, супер удобная. Вот, мне прям очень-очень нравится им пользоваться. Но, скажем так, есть нюансы. Во-первых, для 3D-графики на Mac желательно использовать какой-нибудь Blender. Хорошая программа для создания 3D-графики, но есть несколько нюансов. Во-первых, как правило, для того, чтобы сделать какую-то визуализацию, у вас должен быть чертеж какое-то, текст-задание, и зачастую все эти чертежи делаются либо в Archicad, либо в AutoCAD, но если вы привыкли работать с 3D Max, скорее всего, чертежи у вас, по крайней мере, планировки будут в AutoCAD, которые вообще супер легко вставляются в 3D Max и поднимается болваночка, и вы все уже делаете внутри. Следующий нюанс. 3D-моделей, именно таких для архитектурной визуализации, для Blender не супер много. Производители мебели, производители освещения все-таки стараются делать вот эти вот модельки под 3D Max, под V-Ray, под Корону, ну, редко-редко под какие-то другие, скажем так, движки. Это основная проблема, почему на маках в блендере особо никто 3D-шками не занимается. Вы, конечно, можете использовать Cinema 4D, насколько я знаю, он должен быть на Mac. Во всяком случае, Maya есть 100%, но в Maya все-таки работать со статикой не совсем удобно. Maya — это для анимирования, для видео больше, чем для работы со статикой. То есть, если вы делаете саму сцену в 3D Max и закидываете ее в Maya, это будет значительно более комфортно, потому что вы там как бы работаете с анимацией, хотя и в Max можно, но там для этого есть все условия. А вот всех условий для того, чтобы именно что-то смоделировать, сделать статичную визуализацию, то все-таки в Maya этого нету. Тоже, собственно, делать-то, если у вас есть MacBook? Начнем с того, что на старые модели MacBook, на процессорах Intel 3D Max встает в том случае, если вы устанавливаете на такой Mac Windows. Вот такой Mac с процессором M1 Windows хренушки с 2 встанет. Ни хрена вам не получится сделать такую вот, скажем так, схемку. Ну и еще один нюанс, да, зачем на Mac ставить Windows? Это, ну, по-моему, глупо. Вот. Поэтому такой фигней я бы не занимался. Так что, ребятушки, если вы хотите вот такой вот замечательный, красивейший лаптоп использовать для 3D-шек, то учитесь пользоваться блендером, моделируйте в нем все с нуля. Но моделирование с нуля, как правило, очень трудозатратное в плане времени. Да? В пространстве СНГ, да, вот в той сложившейся культуре 3D-визуализации работать именно в 3D Max на MacBook немножко нецелесообразно. Так что, друзья, вот, пожалуйста, делайте выводы, решайте, с чем вы будете работать, как вы будете работать. Но относительно вот Mac я скажу, что все, что связано с растровой графикой, идет здесь просто восхитительно, просто замечательно. Меня всем устраивает этот маленький компьютер, особенно его размерами, то, что он тихий, то, что он практически не греется. Но в первую очередь лично для меня это машина, на которую удобнее монтировать вот эти самые видео. Вот эта вот маленькая машинка с видео в кодеке H265 справляется значительно лучше, чем большой компьютер, который стоит вон там. И с таким мелковатым дисплеем работать вот так вот, чтобы что-то было, ну, хорошо видно, мне неудобно. Вот еще, смотрите, такой момент, да? Тачпэд на маках — это лучшее, что могли придумать инженеры Apple. Ей-богу, мне вот с этим ноутом мышка нахрен не нужна.
То есть она как рудимент в конкретном случае. А на компьютере с Windows все-таки пока что, ну, на ноутбуках пока что такого удобного тачпэда я не видел. Вот. Ну и в целом это очень хорошее мультимедийное решение. Здесь приятный звук, здесь очень удобный тачбар, где, допустим, в DaVinci Resolve есть всякие нужные мне клавиши, чтобы никакие комбинации кнопок не учить, не нажимать. Можно вот прям там натыкать, по таймлайну побегать. Так что я бы сказал, это весьма удобный аппарат. Собственно, я надеюсь, что я вам помог определиться с выбором. А если вы все-таки коммерчески ориентированный пользователь компьютера, да, пользователь 3D Max, 3D-визуализатор, то вот в этом случае я бы все-таки выбирал компьютер на Windows. Да? Если вам надо сделать маленькую 3D-шечку, пожалуйста, вот Blender, вот у вас времени свободного куча, вот тут можно сделать. А если вы работаете, скажем так, 3D-шником, который как с конвейера выпускает изображения, то приходится подбирать узкоспециализированные профессиональные решения, которые позволяют ускорить процесс вашей работы. Да? То есть, во-первых, 3D-моделей дофига, во-вторых, весь софт известный, понятный, рабочий. В-третьих, короче, решайте сами, я еще не придумал. В общем, всем хорошего дня, до свидания. Будьте счастливы.